Всем привет, друзья! С вами Слава Артист, вы смотрите канал Team Spirit. И сегодня мы сняли довольно необычный формат. Мы позвали наших подписчиков в офис, и наши дотеры будут пытаться угадать их ММР. Посмотрим, что из этого получится. Привет. Привет. Никита. Илья. Рад познакомиться. Начинай, Илюх. Первый вопрос. Сколько часов дать? Порядка 10 тысяч. Угу. А сколько тебе лет? 23. На какой позиции играешь? Раньше играл порядка 7 лет на первой, сейчас это 3-4. Пока еще не определился. Мне кажется, первые три всегда будут типа одинаковые. Ну да, ну это сам базовый. Брал перерыв от доты? Да, и стабильно беру, наверное, раз в год. Могу переходить в другие игры, если что-то понравилось, то забываю о доте. Угу. Назови 3 любимых своих персонажа. Прямо сейчас, на которых играешь. Ну или играл вообще любимых просто. Рубик, Акс Угу. и пусть будет Скэри, Фантомка. Учишься или работаешь? Работаю. Это просто держит Ну, типа, сколько свободного времени у него? Ну окей, допустим. Ребята, нужно узнать ММР, понимаете, да? Да, это понятно. Это понятно. А не про личную жизнь человека. Это понятно. Тут просто все уже ясно будет. Да. Пудж часто попадается в играх? Не очень, потому что он в бане. Да. Ну, либо я сам его беру. Хорошая подметка. И что ты покупаешь на Рубика? В целом или там Ну вот, первыми таймингами? ну вообще в целом, да. По порядку. Арканы, Блинк, либо, если все плохо, то какой-нибудь Глиммер. А иногда Линзу. Если того требует ситуация, какой-нибудь Лотус. Ну, либо в целом что-то на команду. Аганим не собираем. Аганим не рашим. Аганим обычно покупаю, когда хорошая игра, я понимаю, что уже все выиграли, значит, можно порофлить. Что саппорт должен делать под шестую, может, седьмую минуту? У тебя есть какие-то паттерны игры на саппортах? Что ты делаешь там? Ну, базовый паттерн, да, вот шестая Ну, минута, это зависит седьмая. от того, как мы линию постояли. То есть, условно, если я понимаю, что мы можем на линии унижать противника, то я буду стараться больше времени проводить со своим кором, чтобы, ну, соответственно, больше Я понял. загнобить противника, да. Если все не очень хорошо, то я стараюсь стакать, выходить под шестую. Иногда могу выйти на воду. Обычно перед седьмой минутой стакаю и иду к мудрости. Сука. Ну ладно, блин, ну можем же гессать, Мне наверное. кажется... Ну ладно, давайте. Давайте первый. Мы же таки соревнуемся. 4500. Я думаю, больше, если честно. Мне кажется, в районе 5500, 6. Ну, вообще, на хай прям по ТСА всегда должны под руну почти выходить. Тут смутило, что если как бы вы выносите линию, ты под руну не бежишь, это тоже неправильно. Я думаю, что вот... Не, ну скорее чаще выхожу, чем не выхожу. Ну ладно, если ты чаще выходишь, чем не выходишь, то ну как будто 6500, может, я дам. Вот 6, давайте 6500, короче, нормально пусть будет. Я скажу тогда 8. 8? Да. Такой вот рисковый гэс. 4500, 6500 и 8. Ну у нас такой или Ну нормальный да. разброс, окей. Мне вскрывать карты? Да. 7500. 6500 ближе к 8. 8. Ну да. Ну что-то мало. Ну я нацел, конечно, типа... Ну да, ну типа не лоу прям по ТС. Что типа давно играют в доту и не Ну, так наоборот. часто. Те самые игроки, которые там иногда заходят да. поиграть. Ну да. Ну, я уже, можно сказать, подпилась. Ну 8500 еще не подпилось. Ой, сколько? 7500. 7500. Бля, ну 6 тоже было близко. Фил выиграл. Первая разыгрывочная. Да. Сложно было сразу понять, что спрашивать. Ну, под руной я нормально. Это решает. Как будто лоу пытается, точно бы сказал какую-то хуй. Ну, типа, не так как-то осознанно слишком, да. да. Ну, даже на Рубике играть тоже, мне кажется, лоу пытается на Рубиках не Ну, играет. типа, билдит еще нормальные шутки. Не, типа, не блинк гоним там, или просто фаст гоним. Да, спасибо. Спасибо. Быстро. Спасибо. Привет, Данила. Привет. Очень приятно. Начинай. Угадывать эту шарманочку. Топ-3 героя, чтобы закрыть Хускара в медиа. Со сложных вопросов пошел, да? Да, сразу сложно. Ну, наверное, надо было спросить, какая позиция, но пофиг. Ну, допустим, пила, Тимбер, Окей. снайпер Снайпер базара нет. Снайпер базара нет. и, допустим, пусть будет Бэйн. Бэйн. Бэйн жиденький, но нормально. Хорошо. У меня, значит, вопрос. На какой позиции играешь? И давай 3 любимых героя. Да, по настроению на всех ролях играю. Угу, Вот. окей. Но 3 любимых героя. Давай тогда 3 любимых героя. Пусть будет и саппортов. Феникс, Висп, Бэйн. Как часто банится пудж и как часто на нем играешь?
Постоянно на пудже вообще не играю. Потому что банится. Пудж отлетает сразу. Какой стартовый закуп на бейне? Чаще всего делаешь? На статы вообще, если не надо блочить большой кэмп, когда линия сильная, просто беру 3 ветки, без стика, 2 цирклетки танго. На статы фулл. Хорошо, у меня, значит, будет вопрос. Как часто выходишь под руны? Бит. Ищем замену. Но если играть на 5-й позиции, то вообще почти не выхожу. Всю линию для кора. Все на кор. Да, если на 4-ке, ну, Почаще. бывает, да, уже можно и под воду выйти. Смотря какая тройка. Все, я понял. Как часто ты лес стакаешь и выходишь ли ты в гейт? Ну, на линии. Стакаешь по игре, а на линии выходишь ли ты в гейт? В гейт выхожу только если линия запущена. Допустим, если за дайр играть. Блять, что на потом уже. Стакаешь вообще часто, там думаешь об этом? Да, честно, вообще впадлу стакать. Нет, Ну, почти не вот было. это респект тоже. Только по настроению, если я вижу на таймере там 51-52 секунда, можно стакнуть. Все, слышал. У какого саппорта должен быть смог? У 5 или у 4? У обоих. Все, базар. Урыл. Хорошо. А каких профессиональных игроков ты смотришь реплеи? И смотришь ли ты вообще реплеи? Да я не смотрю реплей. Что мне делать? Нечего вообще время терять. Это хорошо. Это многое говорит. В целом, на самом деле, настолько много турниров, что даже нет времени какой-то даже реплей посмотреть. Да в целом люди все делают одно и то же. Бывает ли такое, что ты, ну, там где-то середина игры, ты смотришь, а у тебя 4 варда в лавке? В целом, если я на спорте играю, то, наверное, никогда такое не замечаю. Но А если не ты? если не я, ну, регулярно. Ну, кстати, хороший вопрос. Так, Фил, Давай я. Давай Ты с Фила начинаешь, начнем вот так. Сначала подумал, что мало, но потом как-то он хорошо начал отвечать, поэтому я дам побольше. Но- Давай скажу 6 тысяч. Не, Мгм. 2503. 3. Вот я 3 скажу, точно есть. Что-то как будто по кайфу, и вот то, что апсов, если он не покупает, то никто не покупает, ну, как будто на 6, честно, Ты сейчас недооцениваешь 6, мне кажется. Может быть, недооценил. Жестоко, очень жестоко вы меня. Там же 10, да? 15. Давайте 5500. Вот 5500 нормально. Сколько там 9? Жопа чую. Ну, 9? ну, никто не был близко, кроме Ильи. 7 тысяч. 7. Ты сколько сказал? 5500. Ну, 5500 самое Я сказал близко. 6. А, да, Фил сказал 6. Фил ближе. Я просто да, самое меньше получается, сказал. ну, ближе. Ну, я из-за апсов как-то и пуджа. Ну, можешь, просто я не, Не, ну давно сейчас не 6 играл. это тоже, типа... Ну да, может, я просто давно не играл. Как будто 3 это Под очень мало. запушенную пачку, типа, это сразу там прибавляет ММР. Ну, это как будто очень напотно было под запушенной пачки. Я тут недооценил это. Просто, что под руны, если не выходят, ну, для меня это странно. Ну, как для мидера, условно. Что как будто... Да, удивительно, что у прошлого человека были вопросы, блядь, кем работаешь, и человеку 7 тысяч дают. Ну мы развиваемся. Да, тут развитие идет с каждым новым человеком, и все более каверзные вопросы задавать, чтобы понять. Ну, окей. Все. Спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо. Здорово, ребят. Здорово. Здорово. Ну, минимум 10. Да я могу начать. Давай, еще. да. Давай я спрошу твоя позиция и 3 любимых персонажа. Ну, это базовые, это чтобы понять. Позиция 3-4. Любимые персонажи, самое главное, это Шейкер, Шейкер. Тейчес, Варлок. Окей. 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 3-4. Вот тут, когда 3-4 смешанные игроки. то есть. Твой билд на Варлока чаще всего. Ну, Варлока я беру Сейдж Маск, стики и веточки. А Там вот есть, дальше потом еще. Ну, типа основные предметы. Да, базовые. А потом какие основные предметы? Ну, после этого апы арканы и выхожу в Аганим. Понял? Добренько. Окей. Так, то я спрошу. Илюха. А, Я давай, Илюш. спрошу. На шейкере тройки больше играешь через Magic или через Fizz? Больше через Magic. Угу. Ну, скажи, а какой билд можешь? просить? Да, какой билд? Иногда скипаю сапог в Мгм. ситуации. Беру блинк. Мгм. И стики, блинк. Ну, а дальше выхожу Яша, Кая. Мгм. Мгм. Соответственно, опять же, по ситуации беру Аганим, не Аганим. Актарин, рефрешер, БКБ. Ну, все, Юла. по базе, по базе. Вот ты на Варлоке, когда 6-й апаешь, первым делом что ты хочешь сделать? Ну, вот ты апнул 6-й. Вот как ты хочешь реализовать свою кнопку? Куда ее? Ну, во-первых, в какой-то массовый файт. Ну, либо, если есть ситуация, чтобы на линии забрать, и кор получит фраг, то могу и на линию отдать. То есть во врага просто именно голема. Ну, и под снос башни, соответственно, желательно. Мгм. А у одного героя дать голема норм? Да. Окей.
Подозрительно. Ну, сука. Ну, тут смешано было, окей. Про Пуджа, я думаю, нет смысла просто давать. Думаю, там пермабан. Вообще, ну, ты стоишь линию, ты после этого перемещаешься куда-то по карте, там, мид или на другой сайт? Или Если ты до я конца играю линии на стоишь? четверке, и если линия у моей тройки стоит хорошо, и он под башней фармит крипов, и как раз тайминг 5:30, то я под мид стягиваюсь. Ну, и еще момент такой, то что если вдруг в микрофон орут, нас ебут, помогите, скор линии, то, конечно, я жму телепорт к ним. А гей ты юзаешь? Да. Часто? Ну, чаще телепорт. Последнее образование. Последний вопрос. Сколько ПТС? Последний вопрос. Утром Рошан, ну, днем Рошан в топе или в боте сейчас? Я не знаю даже. По-моему, в топе. Хорошо. Вообще Торментора часто убиваете с командой? Ну, это вообще очень важный объект. Заколить бывает трудно, плюс сейчас он стал более жесткий, и команда буквально говорит: чувак, попозже, мы качаемся. Много дал Фил? Это вопрос как будто не так много, да? Нет, без кого вообще не убиваете, по 1500. Вот давай представим ситуацию. Враги бьют Рошана, вы просканили. Ты будешь свою команду колить на какое-то действие? Надо смотреть на байбеки, если есть. Угу. Иногда проще отдефаться на ХГ. Угу. То есть не будете там контест. Ну, возьмем теорию, что игра равная, вот просто враги зашли на Рошана, подвижно. Нет, надо обязательно драться. Если ситуация позволяет, кнопки есть, обязательно надо. Мгм. Это важный объектив. ГС. Ладно, надо гесить. D500. 2500 как будто мало. Я подумал, но нет. А я сыграю рисково, так же. 4500. 3850. Ну, примерно так. Блин, точно так? Вот примерно 3850, я думаю. 3850 пусть будет у меня. Это только не 16. 2. 2. Я чувствую. Ну, блин, Ну, там по первому вопросу было. по первому. По варлоку? Ну, по варлоку нормально. Честно, я завозик просто сделал. Давайте, да, я все угадал. А этот, блин, реально без сапога? Блин, Шейкера мне убили. Я 30-й тир на него апнул. Это мой любимый персонаж. Я его всем сердцем обожаю. Хорошо. Шарт убрали. Че, сейчас рефрешер убили? Пиздец, как грустно. Ну, я Шейкер мид, тройка реже играю. Ну, просто в последнее время только на тройке, потому что мид Шейкер точно мертвый, как по мне. Ну, только старый бог. Только старый бог. Спасибо. Спасибо, парни. Бля, ну я думал. Еще один вопрос хороший есть у меня, заготовленный. Привет. 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 Здорово. Здорово. Давай позицию. На каких ролях играешь? Я играю на пятерке. Угу. Сегодня не Хорошо. сапог. На какие герои? Сейчас Виномансер, Чен и Рубик. Понятно, больше 10. Самые А в метовые. прошлом патче на ком играл? На Варлоке Джакир. Больше Да, конечно. О. Все герои. Да нет, ну не А, прям, давай, ну, давай. может не так много. Хорошо. Ты смотришь реплеи? Смотрел. Много смотрел. Смотрел. То есть он не говорит, что это хотя бы. Он смотрел, окей. Ладно, а тогда каких саппортов ты смотрел, если смотрел реплей? Ну, больше Игроков. всего, да, игроков. Я не то, что на саппортах смотрел. Ну, и если игроков брать, то это Ярика я много смотрел. Угу. Ну, там, Ярика и Сейва. сейв, окей. На их больше всех, наверное. Как часто на твоем ММРе геймруинят прям умышленно? То есть там фидят по миду? Это можно? Довольно часто. Ну вот чаще, чем 3 раза за 10 Да. игр. Угу. Смотришь ли за продотой? Периодически бывает, но сейчас из-за того, что турниров много, больше к финалам акцент проявляю. Более интересные игры. Давай представим такую ситуацию. Вот вы выиграете в свою линию. Тайминг. Тайминг 5 с чем-то. Вы выиграете свою линию, у вас есть катапульта, она запушена. Пойдешь ли ты на руну, или ты будешь проезжать врага, пытаться законтестить экспу и в целом вот такой вопрос. Ну, сейчас я больше выхожу под мид, по коль шестую, то есть разбить лицо вражескому мидеру. То есть ты стабильно, ты даже раньше шестой приходишь на мид, или именно под шестую? Ну, как будто бы нужно разбивать лицо вражескому мидеру перед тем, как выйти на руну. Логично. Бля, ну точно, ну прям не лоуно. Вот обжективы Тормента, Рошан вообще как часто колешь сам или колется в игре? Как часто забираете? Это по КД как будто бы. Но это Ну, на прямо самом деле в тайминг, я имею в виду. Торментор там на 20-й. 20 минуту, да. А Рошана по КД, перед да. Торментором убивали?
Ну, как часто бывает. Не, мне кажется, это Я сложно уже не что-то. вспомню, ребят. Не, это сложно уже что-то. Ну, как будто Это бы тут уже- никогда, наверное. Тут уже по героям порой непонятно, что тут как будто 10 плюс, мне кажется. Ну, либо 8500 плюс. Не, больше 10. А вот перед началом игры, вот какой у тебя стартовый бай обычно на пятерке, и покупаешь ли ты смог? Зависит, смог практически никогда не покупаю, потому что я люблю поставить вардик под свою ХГ и просто ждать, пока выйдут. Типа, это, я считаю, более безопасный вариант. В миде? И, ну, давай за свет, и вот если взять стандартный типа вот в своем эту лесу руну, там и вот или на в миде? свою лесу. Смог не покупаешь? Стартовый закуп смог. Ну, Да, перед началом бесполезно. стартового. Мне не нравится, я считаю, это waste времени зачастую. Тут уже, да. Тут уже непонятно. Ну, Ну, вопрос. смог не покупать. Я не покупаю. Вы, если хотите, покупайте сами. Я не буду. Базар. Ну, окей. То есть, как бы тут сигма решение. Смока не будет. Опять же, это в паблику. Такая, я могу спросить, есть ли у него Immortal Draft или нет? Ну, это читы. Ну, это читы, не... да. Ну, блядь, это очевидно, что есть. А, играл ли с проигроками или с известными личностями? Ну, полет. Ну, это Да. как будто, блядь, ну, все Играл. понятно, что это, блядь, Может, Алина Головач. Ну да. Не, на самом деле, я могу сказать, с кем, наверное, с самых хайскиллами попадался. Давай, да, вопрос сами с хейскими игроками, которые... Недавно я ты со играл. скипером попадался. Это в 12. Либо 11500, где-то так. Короче, я 11500 у Гесса уже. Как бы это тысячник, может, меньше, больше. 14. Ну, или 13 500. это так. 14. 14 это сколько? Это да Какой ранг? Блять, это как у меня почти. Ну, 14 это 500-ник. Давайте, мы уже знаем, что Титан, давайте с цифрами, да. Ну, я Гессу 1500. Давайте я 1000. 1261. Типа между нами-то. Да, 1261. На данный момент я топ-3000 европейского ладдера, 9400 рейтингов. Ну да. Сука, все-таки больше. Это я выиграл, получилось? 1050. Блин, попался с хитерами. 1500. Ну, только бывает, это утренний, ну да, можно Это попасться. ночью, да. Ну, со смоком, на самом деле. Если бы прям хай-хай-хай, Ну как да, будто да, хай надо саппорт было всегда бы поменьше покопал дать. смок. Просто, ну, без смока как будто впадло играть, потому что их, там логика в том, что их коров просто убьют без смока. Тут в этом Да и прикол. варду не расставишь. Да. Ну, Окей. нормально. Нормально, нормально. Ну, по метому хотя бы саппортом двигаемся. Ну да, там сразу ясно. Что хотя бы. Спасибо. Спасибо. Спасибо, ребят. Здоровались. Привет. Здоровались. Ну, давайте, пробуйте. Пробуйте угадать, давай. Сколько ПТС? Немало. Хорошо. В какой позиции играешь? Какие любимые герои? Третья позиция. Самый любимый герой Феникс. Мгм. Где-то 3000 игр. Дальше Тайт и Акс. Мгм. А ты больше арбуз или дыню любишь? Дыню. Это, кстати, многое говорит уже. Т7, ГТ7. Это 7, да. 7, 6507 уже можно понять. У тебя есть фейк? Есть. Меньше ли там ММР, чем на 2000, чем на твоем мейне? Ну, типа вот у тебя мейн, а на фейке, допустим, стоковый. Меньше ты- там 2000 или нет? А ты... Не, я не буду отвечать. Это я не буду, он поймет. Не-не-не. Он кое-что видел. Нормально. Давай другой вопрос. Если сложная линия у тебя на оффлайне, что ты будешь школить, чтобы четверка делала твоя? Сложная линия возьмем. Ну, вот против вас пришли, не знаю, Хускар, Джакира. Ты пришел на любом милишнике. Что будешь пытаться делать и колить свою четверку? Зависит от ситуации. Но вообще, как я обычно делаю, типа по своему удобству. Я обычно говорю, чтобы он ушел, и я просто хотя бы дофарм какой-то соло получал. Хотя бы левел. Потому что Ну, 2К, короче, простоять линию, типа голду, крипов, это я могу сам справиться. Ну, если он меня тогда обманул и сказал, что у него на фейке не столько ММР, сколько он Да, сказал. он, у него ПТС 2К. Что он сейчас сказал? Это, ну, либо он нас троллит. Да нельзя троллить. Ну, это next level, да. Но это, ну, если троллить нельзя, Короче, на серьезе говорим, то окей. э, Как бы это твое мышление идут. Я услышал. Мне хватает это, что понял. О, давай еще вот про Феникса. Давай. Билд, да. И пауэрспайки, какие у тебя на линии? Билд у меня, скорее всего, урна и транквилы. Но у меня билд такой старый, но проверенный. То есть он сейчас не очень актуальный. Травела, урна, вейл, потом грейженная урна, шива, стик, в зависимости от ситуации, там первым, Вейл, вторым шива. предметом. Типа, да, но я понимаю, что это устаревший, как бы, Ну, это устаревший удобно, билд, но он рабочий на моем рейтинге. Типа, я так скажу. То есть он прямо хорошо работает. Потом на лейте можно рефрешер, можно аганим, можно хекс собрать. Первый Power Spike, наверное, левел, типа, 3-4 на нем я уже могу убить, потому что у меня вторые птички. И когда 6 уровень, всегда я практически, типа, если линия не проиграна, если она хотя бы 50 на 50, или я выигрываю, то на 6 я Вот убью. еще один скорее вопрос. Вот ты убил чела на линии. Ты сломал вышку.
Что ты будешь делать дальше? Если брать Феникса? Да, или да. вообще? Ну, и в целом, на любом герое, не обязательно Ну Феникс. да. Не, ну любом если герое на плюс Фениксе, то я могу подкачать вражеский лес, потому что легко качать вражеский лес вторым скиллом. Если на каком-то другом герое, то типа зависит от героя. Типа если это герой мобильный, то, скорее всего, я если раньше свою линию выиграю, чем другие, пойду другим линиям помочь. Хорошо. Окей. Вот ты ММ играешь соло обычно или пати? Только сол. Так, соло, окей. У меня еще один вопрос. Попадался ли с проигроками? Ну, с бывшими проигроками. Хорошо. Бывало. Но давно. Ну, это 4505. Ну, это давно. 7500 ставлю. 7. 4500. Хз, кто ближе, 5600. 4500, я сказал. Тогда ты, да. Да. Короче, я дошел до Иммортала и Да когда там, забил. блядь, Это- про Хускара это, что он, блядь, саппорт отправит, уже понятно, что там быть много не может. Все, спасибо, Кирилл, спасибо. Спасибо, пока. Пока. Здравствуйте, мужчины. Привет. Здорово. Приветствуем. Крепкий хват. Благодарю. На какой роли играешь, на каких героях? Преимущественно один, очень редко бывает на 3. Вивер, Найкс, Луна, Дровка. Давай 5 лучших героев сейчас на керри. Сларек, Найкс, то же самое, нормально. Луна, Бист, Бист. ВК, в принципе, нормально, мне кажется. Окей. Используешь ли ты вообще гейты на своей линии? Выходишь ли ты в гейт под свою хард-линию? При хорошей ситуации возьмем. Обычно нет. То есть это очень редкость. Ну да, скорее да. Угу. Ну, не у меня. В целом, ладно. Челы в харде обычно метод делать. Ну, Бля, бля. база. Типа, ну, я приду, тоже что это будет. Проеб ментально. Ты часто соло играешь больше или пати? Раньше играл и в соло, и в пати. Сейчас Пати вдвоем или там пятером? втроем? максимум 3 или 2. Сейчас в основном в пати тоже там 3-2. Ну, вот ты стоишь саппортом, вот ты часто на него обзываешься, там, винишь его? Саппорт мой друг, поэтому обычно... А если соло? Соло все равно нет, но смысл ничего не поменяется. Смысла ради. А ты на семикере играешь или на хардкере? Вот именно по плейстайлу ты себя оценишь. Ну, я больше про там лес покачать, то есть что-нибудь такое, но опять же по ситуации, если вражеский пик требует. Ну да, то я это понимаю. Чуть тебе дал этот вопрос. Не надо что-то хорошее. Ты спрошу, ты смотришь реплей чит? Раньше смотрел, когда их можно было скачивать до бафа того же самого. Сейчас Ну, с паблика, да. всё Но просто именно сложнее конкретно делать. ты не смотришь в основном, да? В смысле, я смотрю про игры. Мгм. Типа, иногда, если мне интересно, я могу на ютубе загуглить чем-нибудь реплей, там, ваш. Угу. Все, я понял, окей. То есть иногда просматривается. Хотишь его? Ну, и Керри, задай вопрос. Да, Керри, мне кажется... Затащи. Вот представь, что ты вот стоишь линию, да? Мое любимое представление идет. Да, вот ты стоишь линию вот на Найксе. Тебя вот выебали прям жестко. Что ты купишь? Вот на Найксе какой у тебя будет билд? Вот первые там 3 шмотки. Если... Да, да. И когда выиграл? Ну, когда выиграл просто Фейзы, Радик, дальше либо Сашиаш, либо Монта. Ну, Монта, если там арщит Диспел какой-нибудь. можно, да. А если вы, то можно через Фейс, Армлет, Дизоль. Хорошо. Дает, блядь. Не, мне это все дает. Ну, вопрос ладно. такой. Найкс может залезать в эншенты на первом уровне ульты? Нет. Окей. А на дровке какая твоя раскачка обычно? Ну, давай там до 10 уровня. Ну, первый и третий максиш, гаст можно в 11. А Саленс, вот ты, ну, ты его качаешь, да? Ты плюсики вместо него не качаешь? Я качаю в 1 и потом плюсики, чтобы, ну, особенно если инвизники преступной команде. А плюсики с какого момента перестаешь качать? До момента плюсиков максимальное количество. А на 20-м берешь талант на 25%? Это что, мультишот? Да. Да. Ага, окей. Ладно, последний вопрос еще про героев. Смотрите, вот ты на кэри играешь, самые неприятные герои, против которых тебе лень стоять. Может, не только оффлайн, но в целом герои, против которых тебе падло играть. Можешь парочку назвать? Ну, если на линии, то, наверное, если чел жесткий на аксе, это прям приятно. Ну, не обязательно на какой-нибудь Хускар, тот же самый. Хускар это да, всегда дает. Ну, Бара, кстати, может много делать по игре. Барик. Какой кор контрит Энигму на линии тройку? Опа. Ну, Дровка может, мне кажется, в теории. Ну, в теории может. Я бачу 4000. 4? Да. Тяжело, сука, тут. Ну, тут реально Тут тяжело. неоднозначно. Да. Тут либо типа 8, либо 3. Ну, типа, я не особо понимаю. Давай, если ты 4, 4500. Давай.
Так, Хускар, Акспара. Так, блин, ну какой-то Хускар, Акспара. Nike вроде нормальный билд, но как будто Мидас, наверное, надо покупать когда-то. Это, сказать примерно, что... Ну, блин, пусть будет 6. Ну, я не знаю, ну, 5300. Не, 5500. Не хочу 6. 5500. Даже 5300 нормально. В данный момент даже меньше чуть 2000. Меньше? 1900. Ну вот как узнать? Ну, Кэрри, почему ты не можешь узнать, сколько ПТ? Тяжело. Ну, бля, вот за последний подъемный вопрос надо было меньше дать задать, Какой? чем Илюха. Ну, там про Энигму. Про Nike. Про Nike еще. Бля, ну про Nike надо было, да. Он играет, с первого уровня можно слезать, потому что я просто погнать. Можно же, Илюх? Да. А вы Enigma гирокоптером вы пикаете? Да. Я просто ра-та-та-та-та. Ну, либо против тебя приходит отдыхать. Окей, все. Спасибо большое. Благодарю. Привет. пацаны. Здорово. На какой позиции играешь? На кэрри. Иногда на 3. Мгм. А какие любимые герои сейчас в мете? В мете или мои? Твои и в мете. Мои любимые Морф, Антимаг. Вот, а в мете сейчас? Сейчас даже не знаю, кто сейчас в мете. Луна, наверное, какая-нибудь. Мгм. Найт. Подслушка. Хорошо. Между Яторой и Скитером кого выберешь? Ятора. Сложный вопрос был. Как часто на морфе шарт покупаешь? Редко. Процентов в 30 играх, если прям надо в какой-то пик. Что тебе даст? Ничего. Ну, так, чтобы Кэрри чуть подключился. Да, Кэрри. Чуть задал каверзный вопрос. Давай представим линию, и что он будет делать в той или иной ситуации. Давай представим, короче, ты играешь против Дума. Вы стоите на линии. Мгм. Так, ну, первый вопрос, что надо купить против Дума на морфе? Ну, вот, допустим, первые 3 или 4 шмотки. Именно основные против Дума. Да. Я на этот вопрос не отвечу. Так как обычно, линку хочется купить. Но только Окей. после манта обычно. Какой крип со смол кемпа может подъебать морфа? Какой крип? Гарпия, которая? Она одна из них, допустим. Ну, этот вопрос такой очень сложный. Хорошо. Какой мидер против тебя чаще всего играет на твоем рейтинге? Который тебя больше всего раздражает, как Кэрри? Ну, знаешь, потом появляется этот мидер, и ты такой, блин, что-то мне впадло, неприятно очень. Хускаров падла играть. Хускара, да? Ну, не всем падло играть. Мне тоже падло играть. Ладно, Хускара впадло, согласен. А Братрума часто пикают? Не особо. Ну, сейчас новым патчем, кстати, начали. Почаще он появляется. Ну, да. А Пуджа? Пуджи раз в 6 играх где-то. О, Пудж. Саппорт или коп? Суппорт обычно. Ну, Пудж редкий гость. Кто уже говорит, что это побольше рейтинга точно. Часто ли ты до 20-й минуты приходишь в файты? Если да, то в какие? Представь ситуацию. А за объектив, если какой-то надо драться, то стараюсь тягиваться. Но если прям плохая ситуация у меня, то обычно нет. Обычно иду На свой лезть. фарм. Да, Мог ли Морф в старом патче убить Соло Тормента? да. Сейчас как будто он уже Да, всё. конечно. Ну, мало ли, никогда не пробовал. Как он на морфе играет-то? Как он Не, не ну если пробовал? Хаймер, то да. Да тут точно хай. Ну, если Пудж не пикается, Ну тут лучше не пикать. и Хускар часто. 15 минимум. И Братрум не пикается. Да, я просто такой задам. Когда стоит идти на ХГ? На керри? Просто бумажки. С эгидой, скорее всего. Если это такой странный вопрос. Не знаю, что делать. Хорошо, давай представим ситуацию, что враги зашли на Рошана, и тебе нужно добить свою важную шмотку. И Тима тебе больше драться. Будешь ли ты идти с ними драться за этого Рошана или добьешь свою шмотку? Возьмем первый Рошан. Первого точно нет. Первого нет. Нет. Блять, так... Да хуя, блядь, точно. Что падает с третьего Рошана? Рефреш и этот... Как это называется? Баннер. Который баннер, да. Мы вообще не близки. Да почему не близки? Ну, первый Рошана, если, Ну, точно, да. и Пуджа нет, но это много. Ну, 7 минимум, мне кажется, больше еще. Илюх, сделай какой-нибудь вопрос хороший. Давай так. Какой у тебя билд будет на антимагия в Хускара? В Хускара. Вот 6 слотов. Типа там Хускар и Джиггернаут у врагов. Вот 6 слотов, какие ты купишь, и билд против Пака. Это два разных Да, мира или? две разных игры. Вот один против Пака и Морфа, вот ты на антимаге, а второй против Хускара и Джиггернаута. Фляй, в Хускара точно мне будет. Хотя фляй у меня, скорее всего, везде будет. А Бистол взять? Блин, а можно вопрос? Я Давай. перебью. С проигроками попадался? Если да, то какими? Я против про-игроков, ну, семи-про, играл на турнире. На турнире. Да, у нас 3 по 15, в смысле. Но они такие есть в ранкинге ты- семи-про. Прям Я очень понял, в ранке семи-про. ты не попадался с ними. Нет. Окей. То есть это многое дает, на самом деле. Это до 10. Это хорошо. Это 7, это 6, 507. Это не цифры.
Ну, про билды, мне кажется, это очень долго, нет? Ну да. Мне кажется, билды, блядь, это сложно очень. Хорошо. Лучший керри в Enigma на линии? В Enigma? Да любого ранжа можно взять просто, и все, и нормально поставить. На морфе нормально? Пойдет. Не то, чтобы... Но на морфе куда бы, как будто в какой угодно лайн можно ставить. А на антимаге? На антимаге нет, на антимаге тяжело будет. Ладно, короче, я гессую 5800. 6. Да надо, наверное, больше, сука, нет. Я 7 говорю. Мне кажется, больше нахуй. Нет, но учитывая то, что с проигроками не попадался, Ну, 7 ты не попадешь с проигроками. Бля, вообще, ну один раз я попадался. Ну это такое. Ну, блин. Это фул рандом. Блядь, все, давайте я 7 останусь. Давай, Ивана, 6 сказал. 7123. Все, я скрываюсь? Да. 5500 у меня, ребят. Сука, блядь! Я отменил 5500 на. Да, блядь. А почему вы всегда думали, что Хаймер, а потом резко из-за проигроков просто? Ну, из проигроков точно, что не попадался. Ну, ХММР там поначалу было, но... И про Энигму не сказали, да? Ну, про Энигму, да, тоже сразу понятно, что не прям Гирокоптер хай. сразу. Ну да, гирокоптер сразу должен высовываться. Один из лучших. А дальше уже как пойдет. Там, на А дальше каждом. кто остается? А дальше кто остается? Ну, блин, про метовых кэрри алхимика не хватает, да, у некоторых как будто это Ну, сразу. мне кажется, это не только на Хэммер. Ну да, это прям на хай, мне кажется, на 5, 6, 7, там, алхимика не Да, прямо до будет. 10, мне кажется, алхимика не пикают. Типа до 13. Кто сейчас близко? Сколько ты сказал? 6. Ты сколько сказал? 7120. Ну, Фил, короче, выиграл. Ну, ты сука. Бля, ну я изначально правильно сказал. Чутье подвела меня в конце. Паучья. Крип на смоле есть, который хп-реген снижает, типа ты хилиться не можешь. Если Дум съест, Да, он гноль. тебе типа хила вообще не... Ты не можешь перекачку нажимать. Какой крип? Зеленый. Зеленый с дротиками. такие. Господи. Это я так. Все, спасибо. Все, спасибо большое. Спасибо. Тебя? А, тебя? Гес. 2000 ММР. Давайте вопрос у меня. Один вопрос. Сколько у тебя ММР? Нет, 500. стой. Давай. Лучший игрок на миде, по твоему мнению? Дэн Ларл Сигитов. 15. 15 тысяч. Друзья, на этом все. Спасибо за просмотр. Выиграл у нас Фил, чемпион, гений, экстрасенс. Спасибо большое, Фил. Похлопайте. Очень классно было. Формат получился прикольный, живой. Надеюсь, вам тоже понравилось. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Обязательно поддержите парней 100%. Скоро с вами увидимся.